В Северной Корее суп из собачьего мяса подают в школах как полезное блюдо для укрепления здоровья детей. Звучит дико, но это официальная часть их рациона. И это лишь одна из десятков шокирующих вещей, которые творятся с едой в этой закрытой стране. Но пока миллионы обычных северокорейцев считают удачей раздобыть миску кукурузной каши, в нескольких закрытых резиденциях по стране готовится еда, которую большинство граждан не увидит за всю жизнь. Речь о личной кухне вождей. Сначала Ким Ир Сена, потом Ким Чен Ира, а теперь Ким Чен Ына. И то, что известно об этой кухне, звучит как сюжет из другого мира. Начнем с человека, который знал этот мир изнутри. Его звали Кензи Фудзимото, японский повар, который приехал в Пхеньян в начале 80-х и почти 15 лет готовил суши лично для Ким Чен Ира. Он не выдумывал слухи. Он стоял у разделочной доски в резиденции и своими глазами видел, как устроен стол человека, правящего голодающей страной. По его словам, Ким Чен Ир требовал только идеальное. Не хорошее, не отличное, именно идеальное. Рис для его стола перебирали вручную, зернышко за зернышком, и любое зерно с трещиной или неправильной формы выбрасывали. Тем самым рисом, которого крестьянам в провинции не хватало, чтобы дожить до весны. А сама еда для вождя стекалась со всего света. Специальные отряды закупщиков летали в разные страны за конкретными продуктами. И не просто за деликатесами, а за строго определенными марками из строго определенных мест. Одному человеку поручали привозить свинину из одной страны, другому рыбу из другой, третьему фрукты. И вот что странно. Чем больше узнаешь об этих поездках, тем меньше это похоже на обычные капризы богача. За каждым продуктом на столе вождя стояла отдельная секретная операция, отдельные люди и отдельные суммы в твердой валюте, которой в стране якобы не было. Фудзимото составил список того, зачем его посылали по миру. И когда позже этот список всплыл, стало понятно, зачем японского повара отправляли за тысячи километров за одной единственной вещью, которую нельзя было заменить ничем. За ту вещь мы вернемся чуть позже, потому что, чтобы понять, насколько дикой была кухня вождя, надо сначала увидеть, что ел в это время обычный кореец. А ел он то, что в стране официально прославляют как народное блюдо – кукурузную лапшу. Звучит почти уютно. На деле это изобретение эпохи голода. В середине 90-х Северную Корею накрыла катастрофа, которую внутри страны стыдливо называют «трудным походом». Развалился Советский Союз, перестали приходить поставки, случилась серия наводнений и засух, и продовольственная система рухнула. По разным оценкам, тогда от голода умерло от нескольких сотен тысяч до 2-3 миллионов человек. Точной цифры нет до сих пор, потому что власти не считали мертвых, а те, кто считал, молчали. Именно тогда кукуруза стала спасением и проклятием одновременно. Риса не хватало, и людей приучали заменять его дешевой кукурузой. Из нее делали лапшу, кашу, лепешки. Но и кукурузы было мало, поэтому в ход шло все растение целиком. Початки, стебли, кочерышки. Их перемалывали в муку. Получалась серая, горькая масса, которую желудок переваривал с трудом. А дальше начинается то, о чем в благополучных странах даже не думают. Люди ели траву. Не как приправу, как основу еды. Собирали дикие растения, кору деревьев, корни. Существует северокорейский рецепт так называемой травяной каши, где горсть кукурузной муки размешивали в котле с водой и огромным количеством нарубленной травы, просто чтобы желудок чувствовал наполнение. Кора сосны, размолотая в порошок, шла в лепешки. От такой еды у людей распухали животы и отказывал кишечник. Появилось даже отдельное блюдо голода с горьким названием – искусственное мясо. Никакого мяса в нем не было. Это выжимки соевых бобов, отходы после отжима масла, которые обычно шли на корм скоту. Их спрессовывали, обжаривали и продавали на рынках как замену настоящему белку. И пока в резиденциях перебирали рис по зернышку, миллионы людей учились отличать съедобную траву от ядовитой. Ошибка стоила жизни. Именно на этих рынках, среди искусственного мяса и травяных лепешек, зародилось то, что власти боялись сильнее голода и с чем не могли справиться десятилетиями. Власти боялись рынков. И это не преувеличение. В стране, где все должно распределять государство, частная торговля едой была почти преступлением. Официально людей кормила система пайков. Каждому полагалась своя норма зерна, выдаваемая через государственные распределители. Но во время голода эта система просто перестала работать. Пайки не приходили месяцами. И тогда народ спасся сам, стихийно создав черные рынки, которые по-корейски называют
Чанмадан. Именно на этих рынках люди начали покупать и продавать то, что государство им не давало. И власти оказались в ловушке. Закрыть рынки означало снова обречь людей на голод. Оставить открытыми значило признать, что социалистическая система не может накормить собственный народ. Поэтому рынки то разрешали, то запрещали, то устраивали облавы. При этом целый список продуктов на этих рынках был вне закона. Рис из международной гуманитарной помощи, тот самый, что прислали ООН и другие страны специально для голодающих, регулярно всплывал на прилавках. Его крали чиновники и военные, а потом перепродавали своему же населению за деньги. Мешок с эмблемой иностранной помощи на рынке был обычным делом, хотя формально за него могли наказать и продавца, и покупателя. Отдельная история – южнокорейская еда. Печенье, лапша быстрого приготовления, шоколадные пирожные с юга просачивались через китайскую границу и ценились как роскошь. Но за них можно было угодить под серьезное обвинение, потому что вместе с чужой едой в страну проникало запретное знание, что где, то рядом у таких же корейцев еды в избытке. Запрещали и предметы, связанные с едой. Рисоварки китайского производства, приправы с иностранными надписями, даже упаковка от южнокорейских продуктов. Все это могло стать уликой. Люди научились сдирать этикетки и пересыпать содержимое в безымянные пакеты. Был случай, когда за торговлю определенным товаром человека могли отправить в лагерь, а сам товар публично сжигали в назидание. И вот что поражает. Этим смертельно опасным товаром была не наркота и не оружие. Это была обычная еда, но такого происхождения и такого сорта, что за нее в Северной Корее платили не только деньгами, а иногда и свободой. Тем товаром была китайская лапша, шоколад, любая нездешняя еда. За нее платили не только деньгами, потому что она означала связь с внешним миром. Но чтобы понять, почему еда стала вопросом жизни и смерти, надо вернуться в самые страшные годы того голода и посмотреть, что происходило с людьми на самом деле. Голод не пришел разом. Сначала уменьшились пайки, потом их стали выдавать через раз. Потом рабочим на заводах объявили, что теперь они должны сами добывать себе пропитание, и заводы, по сути, остановились. Люди перестали ходить на работу, потому что за нее все равно не платили едой, и разбрелись искать пропитание кто как мог. Свидетельства беженцев из тех лет читаются тяжело. Дети с раздутыми от недоедания животами и тонкими, как палки, руками. Старики, которые тихо отказывались от своей доли еды в пользу внуков и умирали первыми. Целые деревни, где к весне не оставалось никого живого. Тела на обочинах дорог, которые никто не убирал, потому что у живых не было сил. На вокзалах появились так называемые коча-джеби, бездомные дети, потерявшие родителей. Они сбивались в стаи, воровали еду с прилавков, спали в кучах, чтобы не замерзнуть. Многие не пережили зиму. И в этих условиях случилось то, о чем в Северной Корее не говорят вслух до сих пор. В самых голодных районах появились слухи о каннибализме. Беженцы рассказывали о людях, которые сходили с ума от голода. Ходили истории о мясе неизвестного происхождения, которое всплывало на рынках. Власти проводили тайные аресты и казни за подобное. Сам факт таких казней косвенно подтверждает, что явление существовало. Государство при этом продолжало утверждать, что все в порядке. По радио звучали бодрые песни, газеты писали о трудовых успехах, а сам термин «голод» был под запретом. Разрешалось говорить только про временные трудности трудного похода. Но пока народ хоронил своих мертвых, наверху шла совсем другая жизнь. И контраст между тем, что ели умирающие, и тем, что стояло на столе у их вождя, был настолько чудовищным, что в него трудно поверить, пока не увидишь конкретные цифры. Конкретные цифры мы разберем отдельно. А пока вернемся к тому супу, с которого все началось. К собачьему мясу. Потому что это, пожалуй, самый недопонятый пункт во всей истории северокорейской еды. На Западе фраза «суп из собачьего мяса» звучит как ужас. В Корее и в Северной, и на Юге это давняя кулинарная традиция, которой сотни лет. Блюдо называется тангугук, что дословно переводится примерно как «сладкое мясо-суп». Его едят не от отчаяния и не от голода, а как деликатес, причем с особым смыслом. По корейским представлениям, собачий суп – это еда для жары. Есть 3 самых знойных дня в году, которые называются пок. И вот в эти дни принято есть горячий наваристый собачий суп. Логика такая. Клин клином. Горячее блюдо в жару восстанавливает силы и помогает потеть, а значит охлаждаться. Считается, что мясо укрепляет выносливость и особенно полезно мужчинам. Именно поэтому его и подают в некоторых учреждениях детям как оздоровительное питание. В северокорейской пропаганде это подается не как экзотика, а как забота о здоровье подрастающего поколения. Государственные газеты периодически публикуют статьи о питательной ценности этого мяса, восхваляя его чуть ли не как национальную гордость.
При этом в Пхеньяне есть специальные рестораны, где Тангагук готовят по всем правилам, и власти этим гордятся. Пока в провинции люди ели траву, столичные заведения предлагали наваристый собачий суп, как признак хорошей жизни. Разрыв между столицей и остальной страной в Северной Корее вообще колоссальный. Пхеньян — это витрина, куда пускают только благонадежных. И там своя отдельная реальность с ресторанами и магазинами. Есть и мрачная изнанка. В голодные годы, когда мяса не хватало, домашних собак и кошек ели уже не ради традиции, а чтобы выжить. Разница простая. Для одних собачий суп – праздничное блюдо в жаркий день. Для других это было последнее, что еще можно было съесть. И вот здесь возникает вопрос, который переворачивает всю картину. Если государство так открыто хвалит собачий суп, то что же оно скрывает про еду настолько тщательно, что за одно упоминание можно лишиться свободы? Скрывает государство простую вещь. То, что настоящая экономика еды в стране давно ушла в тень, и рис там стал не просто продуктом, а валютой. В стране, где официальные деньги, воны, обесценивались от кризиса к кризису, люди перестали доверять бумажкам и начали мерить все в рисе. Работает это буквально. Цену на квартиру, услугу, взятку чиновнику могли назвать в килограммах риса. Зарплату на черном рынке платили рисом. Долги отдавали рисом. И когда экономисты хотят понять, что реально происходит в северокорейской экономике, они не смотрят на официальный курс воны. Они следят за рыночной ценой риса, потому что именно она показывает настоящее положение дел. А теперь то, от чего эта система однажды чуть не рухнула. В конце 2000-х, а точнее в 2009-м, власти провели денежную реформу. Людям объявили, что старые воны меняются на новые, но обменять разрешалось лишь ограниченную сумму. Все, что человек накопил сверх лимита, за одну ночь превратилось в бумагу. Удар пришелся именно по рыночным торговцам, по тем, кто годами копил на торговле едой. Сбережения целых семей сгорели мгновенно. И тогда произошло почти невероятное для этой страны. Люди начали открыто возмущаться. Кое-где сжигали обесцененные деньги, торговки отказывались работать. Государство испугалось настолько, что пошло на попятную, смягчило правила, а чиновника, которого назначили ответственным за реформу, по сообщениям расстреляли, чтобы свалить вину на кого-то одного. После этого случая риск как валюта стал только крепче. Люди окончательно поняли, что бумажным деньгам верить нельзя, а мешок зерна не обесценится никогда. Появились даже накопления в иностранной валюте, долларах и юанях, которые прятали дома. Рынок риса при этом оставался наполовину нелегальным. Крупные партии зерна двигались через тех же чиновников и военных, которые официально должны были с этим бороться. Коррупция стала не сбоем системы, а самой системой. Без взятки едой не проходил ни один груз. И весь этот теневой мир зерна, валюты и взяток держался на одной единственной вещи, которую в Северной Корее охраняют строже золота – на том, кто и как контролирует поставки еды в столицу. Контроль над столичной едой держится на одном простом принципе. Кто верен режиму, тот ест. Кто нет, тот выживает. И самый неожиданный символ этой системы – пиво. Да, обычное пиво. В Пхеньяне есть настоящая гордость режима – пивоварня Тэданган. История ее звучит как анекдот, но она правдива. В начале 2000-х Северная Корея выкупила целую пивоварню в Англии, разобрала ее по кирпичику, погрузила на корабли и перевезла к себе. Так у страны, где народ ел траву, появилось собственное, качественное пиво по западной технологии. Оно даже получалось, на удивление, неплохим. Иностранцы, которым доводилось его пробовать, отзывались о нем вполне серьезно. И вот тут начинается то, ради чего стоило разбираться во всей этой истории с едой. В Пхеньяне устраивали настоящий пивной фестиваль на набережной реки Тэданган с сортами пива, закусками, топами нарядных людей. Витрина процветания. А потом фестиваль внезапно отменили. По одной из версий, из-за нехватки ресурсов и засухи, ударившей по урожаю. То есть даже пиво в этой стране зависит от того, хватило ли зерна, а зерна не хватало опять. Но главное даже не в отмене праздника. Главное, кто вообще имел право на этом празднике оказаться. Простой человек из провинции не мог просто взять и приехать в Пхеньян выпить пиво. В столицу пускают по пропускам, жить там – привилегия для проверенных. Все население страны негласно поделено на касты по степени преданности режиму. Это система называется сонбун. От твоего сонбуна зависит, где ты живешь, кем работаешь и в буквальном смысле, что ты ешь. И вот он, ответ на все, с чего начался этот рассказ. Собачий суп для здоровья детей, перебранный по зернышку рис вождя, трава и кора для умирающих крестьян, пивной фестиваль для избранных – это не отдельные странности. Это одна система, где еда никогда не была просто едой. Она всегда была инструментом власти, наградой за верность и наказанием за ее отсутствие. В стране, где государство контролирует каждую миску риса,
Полный желудок – это не право человека, а разрешение сверху. Осталось закрыть последний счет, тот самый, что открыл японский повар в самом начале. Зачем именно его посылали через полмира? Ответ. За одним единственным сортом рыбы и за конкретными деликатесами, которые нельзя было заменить ничем. Фудзимото рассказывал, что летал в разные страны буквально ради того, чтобы привезти нужный продукт нужного качества: черноморскую икру, чешское пиво, датскую свинину, японских морских ежей, фрукты из Таиланда, коньяк по цене, за которую целая деревня прожила бы год. По его словам, Ким Чен Ир тратил на элитный французский коньяк суммы, которые доходили до сотен тысяч долларов в год, в те самые годы, когда его подданные варили кашу из травы. А сегодня традиция продолжается. Ким Чен Ын, пришедший к власти после отца, известен любовью к тому, что в его стране обычному человеку недоступно, к швейцарскому сыру, которым он, по слухам, увлекся еще во время учебы в Европе, к дорогому импортному алкоголю, к деликатесам, которые для страны под санкциями приходится добывать обходными путями. Его заметная полнота на фоне худеющего народа давно стала темой, о которой шутят все, кроме самих северокорейцев. Им за такие шутки грозит лагерь. Элита Пхеньяна живет в отдельном мире. Появились валютные магазины, где за доллары и юани можно купить импортные продукты, суши, рестораны, кофейни с ценами немыслимыми для обычной зарплаты. Дети чиновников выкладывали снимки застолий, которые ничем не отличаются от застолий богачей в любой другой стране. И все это в паре часов езды от деревень, где до сих пор считают удачей раздобыть мешок кукурузы. А теперь одна деталь напоследок. Когда Кэнзи Фудзимото через много лет вернулся в Пхеньян, уже при новом вожде, Ким Чен Ын встретил его лично, обнял и сказал, что рад видеть. Повар, который кормил отца, снова оказался за столом сына. Ему налили, накрыли стол, тот самый недоступный десяткам миллионов людей за забором резиденции. И по словам Фудзимото, на этом столе снова стояла та самая рыба, за которой его когда-то гоняли через весь мир. Ничего не изменилось. Изменился только вождь.